Представители знака зодиака Водолей. Водолей, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп с мая по декабрь по месяцам 2023 год. Юпитер входит в знак зодиака Телец с 16 мая. Месяц условно можно поделить на две части, потому что первая половина еще у нас Юпитер находится в Овне. И если мы говорим Овен, это решимость или решительность, это какой-то импульс, это экспансия, то Телец это как раз совсем наоборот, больше в сторону стабильности. И если первую половину месяца что-то мы можем на каком-то экспромте словно выехать, а вот во вторую половину месяца нас пространство или какие-то события могут развернуть в сторону того, что есть по факту. Это своеобразная ломка шаблона может быть болезненной. Нам придется принять какую-то реальность, то, что есть на самом деле, потому что именно от какого-то понимания, что есть сейчас в реальности в моей. Я могу оттолкнуться к чему-то новому, составить, может быть, какой-то тезис-план, изменить какую-то собственную стратегию, и это тоже будет важно. Или продумать какие-то вопросы по поводу финансов. Вот давайте мы посмотрим на удачу и успех. Какова перспектива до конца 2023 года по месяцам? Вот как видят карты. И мы достанем из расчета одна карта на месяц и посмотрим тенденции. И первая у нас будет май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь. Давайте будем смотреть, что у нас в мае. Но это словно мы что-то себе запланировали и уже где-то в предвкушении того, что мы осуществим. Безусловно, двойка жезлов – это какие-то новые планы, это где-то вдохновение, но нет никакой конкретики пока. Вот мы с чем-то как будто должны определиться раз и навсегда. Может вообще этот месяц протекать так, что нам придется работать для кого-то из вас на двух работах. Или это может проиграться в отношениях, как будто тоже двойственность. Или это даже и касается, предположим, по работе. Значит, в позиции, когда мы пытаемся усидеть на двух стульях одновременно, быть кому-то, может быть, удобными или контактировать, занимая какую-то нейтральную позицию и вашим, и нашим, вот так вот где-то, как будто тоже будет необходимо. Еще не наступила пора, словно, для того, чтобы мы могли сделать какой-то важный выбор или подвести какой-то итог. Или сама по себе ситуация, или перспективы месяца, они могут говорить о том, что будут вроде бы как варианты, да, или нашего продвижения, или по работе, или по личной жизни, или по заработку денег. Любую сферу жизни мы можем взять, но мы с чем-то еще не можем определиться. И почему мы не можем определиться? Если мы говорим двойка жезлов как раз, она говорит о том, что мы как будто и вашим, и нашим, вот прозвучало это, да? А тройка жезлов – это когда у нас уже позиция стабильная, когда у нас все под контролем. Вот нам нужно будет из этой двойки как будто создать следующий этап – тройку, когда мы уверены в себе, и это не просто уверенность наша внутренняя, а есть какой-то еще и материальный фактор, который мы действительно можем быть уверены, например, за свое финансовое будущее, за стабильность какую-то в материальном плане, и нам в течение мая придется этим заниматься для того, чтобы с чем-то определиться. Идем дальше. Но сама по себе карта как раз сродни вдохновение, когда нам хочется чем-то заниматься. Зависимо от того, как мы проведем май, четверка кубков, это у нас на июнь, мы должны увидеть какие-то новые возможности. Будет важно не впадать в какую-то апатию. Вот я сказала, двойка жезлов, нет какой-то еще определенности. И мы можем пробовать что-то одно, второе, третье или какие-то новые методы, и что-то не сработает. Так вот о чем говорит четверка кубков, что с одной стороны будет усталость, видимо, в июне, и она нас не должна поглотить. Мы из-за усталости не должны буквально смотреть в землю, чтобы
прошляпить какой-то важный шанс или какую-то удачу, или какую-то возможность. Наверное, помнить, что возможности к нам приходят не всегда теми путями, которые мы предполагали. Тут это что-то может быть из разряда иррационального. И в первую очередь мы должны уделять внимание своему эмоциональному состоянию, чтобы нас ничто не развернуло в какие-то грустные мысли, или мы не начали о чем-то сожалеть из прошлого. Карта ведь о чем нам еще хочет сказать, что для тебя только путь вперед, для тебя важно будет видеть перспективу, смотреть в принципе в горизонт, а не в землю. И это на самом деле очень важно. Если вы обратите внимание, идя по улице, многие люди смотрят в землю. Это не есть смотреть под ноги, это именно наш взгляд или многих людей устремлен вниз. И это входит в привычку, и мы перестаем видеть какие-то возможности. С другой стороны, мы более уязвимы, потому что мы не можем подметить, когда события изменились. Вот тот момент, когда от нас требуется концентрация внимания. Вот поэтому внимание, никаких эмоций со знаком минус. И что есть по факту в моменте здесь и сейчас для вас будет актуально на июнь месяц. А что у нас в июле? Ну вот если мы увидим этот кубок, мы получим 9, еще 8. И это карта эгоиста, когда у нас получается осуществить какое-то дело. Когда, в принципе, мы уже довольны в первую очередь своим материальным положением или просто получение денег, или какие-то новые возможности. И 9 по нумерологии – это всегда преддверие перемен. То есть это как будто мы на пороге стоим, и что-то вокруг нас будет меняться. Поэтому деньги как будто будут, но деньги нам говорят не тратить. А вот себя чем-то побаловать, каким-то пустячком, словно закрепить тот успех, который мы прошли. Может быть, в результате какого-то сложного решения, когда нам было, ну, на самом деле трудно принять какую-то реальность. Или для того, что мы сделали правильный выбор тоже, тоже себя стоит похвалить. Пусть это будет для нас каким-то талисманом, который будет нам напоминать, что был в нашей жизни сложный этап, но мы его словно преодолели. Поэтому вот продумайте, чем себя побаловать таким вот не глобальным, потому что глобальное не идет по этой карте, несмотря на то, что мы-то остаемся как раз в июле довольным. А что у нас в августе? А в августе у кого-то буквально либо обучение, либо какой-то ваш новый проект, новая должность, новая работа. Или пусть это старая даже работа, но значит будут какие-то перемены, какая-то новая отстраивается реальность, мои дорогие водолеи. Даже вокруг вас будут события меняться, и нам приходится принять во внимание то, что как структура какая-то может поменяться, и нам-то тоже приходится что-либо корректировать с элементом новизны. Все-таки у нас идет эта карта, но нам говорят, с одной стороны, у нас есть какой-то опыт, пусть он даже не глобальный какой-то, мы ведь все-таки мы сказали, что карта новизны, но тем не менее принцесса подняла пучок колосьев выше даже собственной головы. Это и есть олицетворение того опыта, на что мы можем опереться. То есть все равно мы как будто справимся с каким-то процессом, потому что в результате, даже если новая должность или начинаем какое-то новое дело или какое-то обучение, у нас достаточно ресурсов. Вот это тоже важно. И мы буквально зарабатываем деньги. И поначалу это деньги какие-то небольшие, поскольку это только начало. Но по этой карте есть прогресс наперед, потому что на заднем плане как будто солнце восходит и нам говорит, у тебя все получится. Пробуй, пытайся, продолжай. Или, можно сказать по-другому, продолжай, или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Давайте посмотрим, что у нас в сентябре. Продолжать действительно вот с таким девизом, что не рассчитываем мы на какой-то тот успех, который, знаете, головокружительный, когда мы сразу какие-то вершины можем покорить или получить сразу одобрение, может быть, признание.
или, ну, что-то, что нас словно и окрыляет, и делает уверенным. Нет, увы. Но и, опять же, одна карта, кстати, напротив другой. Так получилось по раскладу спонтанно. Это карта внутренних страхов или ночного кошмара. Это то, когда мы какой-то процесс, проблему, вопрос обдумывали очень долго, в результате мы настолько можем погрузиться в эти мысли, что нам это может буквально присниться. И карта говорит только об одном, что часто это как физиология проигрывается. Режим труда и отдыха нам нужно пересмотреть для того, чтобы сон был достаточный. И если мы страдаем какой-то инсомнией, бессонницей, значит мы должны либо сами какие-то предпринять обязательно действия, ну, у кого-то прогулки перед сном, или кофе много не пить, или телевизор, новости не смотреть, потому что мы погрузимся в такие размышления, нам будет сложно где-то выйти, и для вас это будет иметь значение. Либо, может быть, обратиться стоит к специалисту, если проблема в плане отсутствия сна для вас это уже не новость, а в какой-то другой стадии находится, все индивидуально. Но по сути-то ведь это о чем нам карта говорит? Девушка боится открыть глаза и увидеть какую-то реальность. Она себе нарисовала вот такой мрак, а на самом деле дело обстоит по-другому. Значит, у вас будет как минимум 2 раза переосмысление, судя по картам, по крайней мере. И это мы говорим про июнь, и вот он сентябрь. Похожие чем-то энергии. Если здесь мы не видим каких-то возможностей, потому что смотрим в землю, не видя горизонта, то здесь мы вообще боимся глаза открыть. Значит, какие-то либо новости, либо какая-то реальность может вас возвращать к тому, что есть по факту. И как будто от этого самого факта мы можем построить дальнейшую тактику или ответить самому себе на вопрос: итак, что дальше? Будет очень важно быть в моменте здесь и сейчас и отдыхать в сентябре. В принципе, видимо, будет как много усталости, так и будут, может быть, события вокруг вас как-то развиваться таким образом, что нам нужно держать руку на пульсе, и мы не можем себе позволить как окунуться в какое-то ненужное переосмысление, так и нарисовать себе более мрачную картину, чем та есть, что есть на самом деле. Быть больше реалистом, мои дорогие, в сентябре. Тут именно ведь какая-то конкретика, когда мы должны буквально открыть глаза и увидеть, что происходит вокруг нас, и не подвергать где-то себя риску. Давайте посмотрим, что в октябре. Вы знаете, вообще элемент самосохранения для вас будет очень важен. Видимо, такое своего рода испытание может быть, когда мы думали, ну или предполагали, что события будут развиваться каким-то одним образом, а здесь может как-то обстоятельства, может быть, присоединяются. Или люди вот по части октября особенно могут вернуться в нашу жизнь. Или какая-то ситуация из прошлого может о себе напомнить. Это ведь своего рода дежавю. Потому что 3 кубка разлились как будто прежде. В чем-то был минус прежде. Но по значению 5 кубков очень мелкая карта. Она не говорит о чем-то глобальном. И она не говорит, что это на весь месяц именно будет так. И это все эпизоды, понимаете, с которыми, точнее, мы можем столкнуться в течение месяца. И если здесь нам захочется как голову в песок где-то зарыть, да, или не видеть вот чего-то, что происходит. А тем не менее, как бы не было сложно, нужно держать руку на пульсе, и как раз концентрация внимания от нас в этом месяце совершенно необходима. Так вот, здесь мы можем тоже где-то сожалеть о том, что у нас произошло прежде, вместо того, чтобы, опять же, увидеть вот эти 2 кубка, которые стоят за спиной, точнее, у нашего героя. Нам нужно сделать что-то прямо противоположное, чем мы делали, например, раньше. Или, используя совершенно другие методы, опять же, увидеть какую-то реальность. Вот задача номер 1. Действительно какой-то разрыв шаблона. И это ведь мы, если сказали, что словно мелочи, эпизоды, да, но от каких-то мелочей будет складываться, значит, что-то более крупное и серьезное. Поэтому, начиная, наверное,
С мая месяца мы должны словно свои мысли перевести в какую-то логику и материализацию, научить себя или, может быть, отчасти заставить увидеть именно, что есть в реальности, как будто, ну вот не совсем время где-то витать в облаках, это правда. Или с чем-то мы должны определиться, нам нужно обязательно укрепить свои позиции. И у нас это как будто ведь получается. Но либо есть опасность соскользнуть с уже какого-то намеченного пути или расслабиться раньше времени. И мы не можем себе это позволить. И нас это может где-то затянуть в то, что мы можем упустить какой-то подходящий момент или впоследствии начать обдумывать, что ох, у меня прежде там что-то не получилось и сейчас не получится. И опять же, это все как негативные мысли, как какая-то глубокая философия. Она вам совершенно не нужна. Она вас будет уводить от реальности. А для вас, наоборот, наиболее актуально на вторую половину года видеть, подмечать все то, что есть на самом деле. Что у нас в ноябре? Две карты пятерки. Пятерка, я уже говорила, что это не совсем крупная карта. И по пятерке жезлов это своего рода, как, знаете, информационный хаос. А для нас здесь будет очень важно, как вот уже прежде сказала, я несколько раз этой фразы повторяю, но для вас, мои дорогие водолеи, карты практически кричат о том, что вы должны контролировать процесс. Но не можете вы себе как будто позволить не где-то философствовать, не быть в состоянии апатии, не быть нересурсным из-за плохого сна, как будто ваше эмоциональное состояние будет определять качество вашей жизни во второй половине года. И по пятерке жезлов это то состояние информационного, опять же, хаоса, в котором мы находимся, когда сложно определиться, но люди словно нас могут дергать, или это может быть новости какие-то или информационный поток, который идет, допустим, утром одна пришла новость, в обед другая, вечером приходит та, которая отменила две предыдущих. И для нас рационализм и какая-то конкретика будет очень важна. Умение, наверное, правильно оценить обстановку. И для этого нам потребуется, что нам советует карта, быть в позиции стороннего наблюдателя, не включаться в какие-то вопросы словно лихорадочно или на каком-то импульсе, а сначала обдумать и оценить, что есть по факту. И после этого только принимать какое-то решение. Не идти на поводу, как и у собственных эмоций, как у эмоций людей или каких-то советов со стороны, потому что советов могут нам насоветовать такого, из чего мы потом будем героически выбираться, а сохранять собственную целостность для вас будет очень важно уже начиная с мая месяца. Ну, видимо, вот такая позиция стороннего наблюдателя или нейтральная какая-то позиция, где-то не включение в какие-то задачи. И ведь это не говорит о том, что мы тут с кем-то ссоримся или кому-то что-то доказываем. Нет, как будто будет правильным уйти от какого-то конфликта для вас в ноябре, уйти от какого-то противостояния. Может быть, нет еще словно ощущения, что я силен, я могу за себя постоять. Здесь нас могут как раз пытаться втянуть во что-то, а мы должны держать руку на пульсе. Мы не должны где-то поддаться каким-то как и заманчивым обещаниям, так мы и не должны соскользнуть в какую-то, повторяюсь, ненужную философию. Декабрь. Добрая очень карта страшного суда. Она нам говорит избавление от боли, избавление от страданий. Вот здесь как раз мы можем довериться пространству. Видимо, какая-то кульминация может развиться или какой-то вот как раз итог. Может быть, обстоятельства вокруг вас как-то будут меняться, мои дорогие водолеи. И к декабрю вы уже, видимо, выдержав этот период, когда я не буду повторяться, именно больше видим по факту. И все остальные моменты тоже как будто учтем. Здесь нас, наверное, высшие силы как раз помогают
избавиться от того, что наносное, то, что не нужно, то, что стало балластом. И карта нам говорит, что для тебя теперь совершенно другой период жизни, когда какие-то прежние разочарования, они словно заканчиваются. Это уже разрешение каких-то ваших проблем, выход сам по себе из запутанного, может быть, положения, освобождение от какой-то зависимости, и в данном случае зависимые отношения или какая-то зависимость по работе. Может быть, вы захотите как-то реструктурировать или изменить, в принципе, вид деятельности, что-то в своей жизни переключить в сторону чего-то настоящего, по-истинному ценного. Это ваши новые какие-то способности, которые вы в себе можете открыть. Это есть и вдохновение по этой карте, когда нам хочется чем-то заниматься. Мы чувствуем уже свою собственную ресурсность. Иногда по этой карте мы словно находим, обретаем то, что прежде потеряли. Но, наверное, это уверенность в самом себе в первую очередь в декабре. Как и новые начинания, так и словно второе рождение по этой карте предусмотрено. Надо сказать, что тут еще и вопросы имиджа могут пройти, потому что карта предполагает даже элемент как будто омоложения, как будто нужно самому себе, своему здоровью тоже уделить внимание. И это не в плане болезни, а именно в плане профилактики. Как будто мы должны в последующем будем соответствовать какому-то новому статусу. И мы, видимо, в 2024 году для вас будут открываться совершенно другие перспективы, уже начиная с января месяца. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи. Будьте счастливы, мои дорогие.